Всем привет, с вами iPad, и сегодня я для вас подготовил топ-10 самых клевых приложений, ну, по моему мнению, естественно, которые вышли в 2017 году и завоевали какое-никакое место в App Store, но все эти приложения реально крутые, досмотрите видео обязательно до конца, и скачать все можно в описании. Да, поехали. Loopsy – отличное приложение для любителей живых фото, которое также подойдет на Android-телефоны. Да-да, не удивляйтесь, на Android-телефонах тоже возможно его использовать. Ссылочка тоже указал в описании. В общем, мы снимаем небольшой отрезочек видео, буквально несколько секундочек, и выделяем фрагмент, который хотим немножечко анимировать. И этот фрагмент можно залупить, ну то есть он постоянно будет у вас циркулировать, ну что-то похоже на Instagram бумеранг. В общем, в Инстаграме есть такая штука, бесконечное количество видео повторяется все. В общем, такие себе живые фото, которые возможно использовать на вашем мобильном телефоне. Также видео это можно скинуть, зациклить и чтобы часовое видео какое-нибудь сделать, прикольная анимация. Ну, все это можно также перенести в гифку. Все очень классно работает, и я просто обожаю это приложение. Честно, я в него влюбился и, наверное, никогда больше не удалю. Двигаемся дальше. Это приложение эмулирует эффект старой камеры. Здесь написана дата, и также какие-то помехи используются, также рябь на изображениях. И, в общем, мне очень понравилось. Я наснимал немножко сегодня, постараюсь вам где-то повставлять эти фрагменты. Не знаю, первый раз экспериментирую с таким форматом видео. Кстати, если вам нравится, обязательно поставьте лайк, напишите в комментариях, нравится вам или не нравится. Или вам нравится смотреть статические видео с гирляндами, как у меня сзади обычно были. Классное приложение. Ну, тут особо говорить нечего. Это приложение, которое позволит вам сымитировать эффект VHS-камеры, которые записывали раньше на кассеты. У кого-то были камеры, у кого-то не было. А у меня лично не было, и сейчас вот балуюсь с айфоном. Такими вот игрушками. Holo – прекрасное приложение, которое для всех пользователей iOS 11 и выше. Apple, ну вы же знаете, ввела анимации, ну не анимации, а дополнительную реальность. И вот мы можем эту дополнительную реальность немножечко добавлять к вам в окружение. Смотрите, у меня добавил арбитра, также можно добавить здесь разные готовые элементы. Смотрите, Человек-паук. И очень прикольно все выглядит, можно записывать какие-нибудь веселые ролики. Так вот, боксер, ММА, по-моему. Мне очень нравится. Добавлять все очень просто. Мы заходим в Get More и скачиваем немножко дополнительные себе эффекты. Их очень много, и все они доступны бесплатно. Vion, я уже говорил об этом приложении, мне оно безумно нравится, и разработчики этого приложения не перестают меня удивлять. Мало того, что бесплатный трафик дают там 1000 мегабайт просто за использование этого приложения, они еще интегрировали связь с вашей, в общем, сим-картой. Смотрите, у меня сейчас баланс показывает, сколько у меня мегабайт интернета осталось, звонки и прочая вот ерунда. Вот смотрите, нажимаю, допустим, на интернет, и у меня показывает, вот сколько у меня осталось гигабайт и вот прочие штуки. И плюс они сейчас ввели классную штуку, смс-ки внутри страны на любые номера, ну, то есть не обязательно вашего оператора, они сейчас сделали абсолютно бесплатные. То есть вы можете прямо с этого приложения, неважно, кстати, установлено у человека это приложение или нет, он на обычные телефонные номера будет отправлять смс-ки, и очень классно. Бесплатные смс-ки, бесплатные звонки, а еще бесплатное общение внутри приложения. Рекомендую, скачивайте, ссылочка в описании. Howmatch – крутой конвертер валют, где нам достаточно вписать, допустим, для начала нам нужно выбрать валюту, а потом нам вписать в этой валюте денежки, и нам переведутся в другую валюту. Очень удобно, сделано, похоже на калькулятор. Вот смотрите, 200 русских рублей – это 91 гривна. Или, допустим, мы можем выбрать доллары. Но, естественно, у вас не гривны здесь будут, а рубли, если вы из России. Да, допустим, 100 долларов в гривнах – это 27 2700, в общем, отличное приложение, которое
поможет вам узнать нужный вам курс. Очень много валют и рекомендую для скачивания, ссылочки в описании. Words — крутое приложение, которое тоже позволяет нам играться с дополнительной реальностью и добавлять дополнительные элементы в элементы декора и прочие вот штуки. Вот смотрите, мы можем написать, допустим, iPad на блог и поиграться с этим всем. Можно какую-то композицию сделать, допустим, My Sweet Home или что-то еще. Для Инстаграма классные фоточки получаются с этим приложением. Рекомендую, пользуйтесь. Приложение абсолютно бесплатное. Угу. Radio App — это классное приложение, выполненное в минималистическом стиле, которое позволяет, ну, во-первых, нужно подключить геолокацию вашу, вернее, в настроечках все разрешить, и тогда приложение позволяет вам слушать радио. Допустим, вот смотрите, у меня есть радио 107,2, я выбираю 107,2, и приложение автоматически находит, что есть такое радио у меня вот где-то поблизости. Оно сейчас работает чисто на украинских, в России будет у вас работать с вашими российскими. Классное приложение, фактически на каждое вот, ну не знаю, вот надо просто волны примерно знать, на каких есть, вот на 92,3 оказывается есть музыка, и можно слушать радио в машине, особенно удобно, крутанули вот так вот ручкой и слушаете уже другое радио. Угу. Кстати, рекомендую, мне очень понравилось, не знаю, оно сейчас стоит денег, не стоит, я скачал его бесплатно по акции «Временно бесплатные приложения», говорил уже, скоро будет на сайте у меня это все, а когда будет, я обязательно об этом вам скажу. FaceApp позволяет делать очень крутые эффекты. Смотрите, нажимаем на улыбку, и женщина сразу же будет улыбаться. Вот в оригинале, вот улыбка, и причем очень натурально это все выглядит. Смотрите, мы можем постарить эту женщину буквально за несколько секунд. Замечательный эффект, и также омолодить ее. Ну, это работает и очень странно работает. Также здесь очень много эффектов. Но в премиум-версии приложения, по-моему, там доступна целая куча эффектов. Какие-то можно докупать, но все, что я показываю, доступно в бесплатной версии. Также есть какие-то стили, но это, опять же, нужно про-версию, а я показываю вам сегодня просто обычную версию. Фотография фактически сразу обрабатывается, и мы можем делать вот такие, ну, блин, мне доставляет. Я не могу на вот это без улыбки смотреть, и очень прикольно. Смотрите, мы можем спасти некоторые фотографии, которые у вас не получились. Например, у вас что-то там с ртом, с лицом или что-то еще, или постарить. Для Инстаграма тоже прикольные фильтры, и можно это все использовать. Угу. iPad насоветует. Обязательно скачивайте FaceApp. Приложение доступно бесплатно как для Android, так и для iOS. Pottery — это дзен-приложение, которое позволяет нам немножечко расслабиться. Здесь очень приятная музыка, расслабляющая, ненавязчивая. Мы такие вот гончарные изделия можем делать, а потом приложение как бы эмулирует то, что мы на аукционе продаем. Очень классно, и мне безумно это нравится. Ну, расслабляет. Вот знаете, вот с музыкой оно просто поклацал, расслабился. Также здесь вот присутствует эффект параллакс. Вы двигаете, и сзади фон двигается, мне нравится. Не знаю, как вам, вот мы сейчас немножечко что-то попробуем похожее сделать на бутылку. Садиться на нее, конечно, не будем, но сделаем что-то похожее. Ну, вот какой-то такой горшочек интересный у нас появился. Мы нажимаем обжиг, и начинается процесс обжига. Тут, кстати, звучит прекрасная музыка костра. К сожалению, не могу вам сейчас это показать. Вдруг YouTube с ума зайдет и решит звуки костра еще коммерческими правами наделить. И смотрите, какая у нас замечательная штука получилась. Нажимаем «Готово» и пытаемся ее продать. За сколько нам ее ценят? Совсем немножечко. Там звуки аукциона за 7 чего-то там долларов, гривен, рублей. Что-то, в общем, продали. Угу. Вы скажете, iPad, как так получилось? Ты обещал топ-10 приложений 2017 года, но почему мы увидели только 9?
А все очень просто. 10-е приложение выберите, я думаю, в комментариях вы самое лучшее. У каждого оно обязательно свое, и напишите, какое любимое приложение у вас. Потому что я не всесилен, не всем знаю, не всем пользуюсь, а вы уже точно знаете, какие клевые приложения есть, и обязательно будет интересно, я думаю, не только мне, а всем пользователям моего канала почитать о ваших любимых приложениях. Мне много чего нравится. Мне нравится Яндекс, особенно как они обновились со своей Алисой. Это, безумно интересно, безумно клево, и она сейчас уже во многих пунктах лучше Siri. А вы напишите все-таки любимое свое приложение в этом году. А уже в 2018 будем с вами развиваться по новой теме и новые приложения юзать, обещаю. А с вами был iPadna. Подписывайтесь обязательно на канал, нажимайте большие пальцы вверх, это очень поможет развитию канала. Кто еще не подписан, повторюсь, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и вы поможете мне, а я помогу вам. Как видите, реклама у меня, если где-то и бывает, ее не особо много, а качественный контент вроде как присутствует. Напишите опять же в комментариях, чего вы ждете от моих новых видео. И если это видео, кстати, наберет 100 лайков, тогда сниму свои топ-10 игр любимых в 2017 году. Хотя нет, давайте 50 лайков на одном видео, и тогда я снимаю вам топ-10 игр. А если 100 лайков, тогда я топ-50 игр вам сниму, обещаю. Все, с вами был iPadna. Пока-пока.